Сегодня будем готовить национальное грузинское блюдо чахохбили называется. У него Пожалуйста, что не возьми, все какой-то раритет, посмотри. Да, совсем чуть-чуть. Это по вкусу. А это что? Это медный черпак. Мы его помоем и как раз будем доставать наши чахохбили. О, отлично. Так что сегодня будем кушать. Толя, привет. Добро пожаловать, Серега. Вот наконец-то вы у меня в гостях. Да, уже сколько собирались. Всем привет. Мы в гостях у моего друга Анатолия. Ну, его уже вы все знаете, кто смотрит канал, кто не знает, знакомьтесь. Мой дорогой друг Анатолий позвал меня сегодня в гости, нас с Рифатом. Что будем готовить сегодня? Чем нас порадуешь? Мы сегодня будем готовить национальное грузинское блюдо чахохбили называется. В переводе хохоби с грузинского это фазан. Так что у нас приготовлены фазанчики, где-то петушок, где-то курочка. Так что смотрите, наслаждайтесь. Да, фазанчиков наши друзья подбили на охоте, поэтому у них такой вид чуть-чуть, как говорится, не товарный. В общем, на вкус это никак не повлияет точно. Она даже вкуснее будет. А сколько по времени будет готовиться? 1,5-2 часа. Так, ну за это время мы можем проголодаться, да? Поэтому я к тебе тоже не с пустыми руками. Вчера я отварил бараньи язычки заранее. Их пожарил на шампурах и почки барана. Ну и, соответственно, как всегда, мясо, пистолетик. Так что сегодня будем кушать. Толь, с чего начнем? Ну, как обычно, в Грузии начинают с вина домашнего, красного, хорошего. Рифат, держи. Ну что, с Богом. Начнем. Начнем. Ой-ой-ой, какое вино классное. Кто же его сделал, это вино, мне интересно. Хороший винодел перед тобой стоит. Да, друзья, Толя – это тот человек, который делает вино своими руками, делает его правильно, умеет его делать. И, честно признаюсь, лучше вина я в жизни не пробовал. Кто его вино не пробовал, полжизни потерял. Начнем с того, что будем разделывать фазанчиков. На мелкие кусочки их надо нам будет обжарить в масле на очень сильном огне. А пока, чтобы вы без дела не стояли, я думаю, сын мне почистит лук. А я? Вот. Ну, ты, наверное, ему пока помогай. Хорошо. Слушай, а кроме мяса нам что еще нужно будет? Кроме мяса нам понадобятся традиционные грузинские специи. Это аджика, соль, красный перец, паприка и как же без хмели-сунели. Хмели-сунели, да. Да. Вместо томата мы применим свежие помидорчики, лук, чеснок, кинзу, петрушку. Разжигаем костер. Когда масло закипит, будем обжаривать наших фазанчиков. Толь, всегда хотел спросить у тебя за эту печку. Кто это делал ее? Идея была моя, сделать эту печку, мангал красивый, духовку. А, здесь еще запекать Да, что-то можно, здесь да? еще можно печь, Ух ты. можно хлеб выпекать. Да ты что? Да. А откуда здесь нагрев идет? Нагрев идет с этой же печи. Здесь сделано так, что если здесь заслонку перекрыть, теплый воздух пойдет через духовку, и она будет греться. Ничего себе. Я, честно говоря, даже никогда на эту дверь внимания не обращал. А казан какой у тебя интересный тоже. Казан это бронзовый, очень старый, крышка у него медная.
Но обработано тоже бронзой изнутри. Какая-то помощь от меня должна быть. Вот отнесу то ли мясо. Это хорошо. Масло у нас закипело. Мы сейчас будем обжаривать. Порциями, да, будем обжаривать? Да, будем обжаривать порциями, Да. а тушить будем уже все вместе. Я чуть-чуть расскажу, почему сразу не надо солить мясо. Да. Потому что мясо должно запечататься. То есть, если добавить в него соль сейчас, да, из него начнет выходить жидкость, соль вытягивает воду. Вот. Соответственно, мы сейчас в масле его запечатаем, а перед уже готовностью блюда мы посолим. Первая партия мяса у нас готова. Сейчас будем его вытаскивать, обжариваем до золотистой корочки. Так, Сергей, а ты что делаешь здесь? Рисую на помидорах. Ну, ты в душе художник. В душе, да, а так как кроме дома квадратного ничего нарисовать не надо. И на самом деле это чтобы было легче снять шкуру с помидора. Сейчас вот так сделаем, кипяточком обольем, и шкурка слезет. У Анатолия там такие запахи, вы себе не представляете. Так есть захотелось. Надо все-таки уже начинать. А вот и они. Помните шурпу? Я вам рассказывал, что ребрышки не надо делить. Сейчас я вам покажу. Нижнюю часть самую отделяем. Вот это все на бульон. Вот здесь то, что будет висеть на шампуре, нужно тоже подрезать на бульончик. Вот эта широкая часть тоже будет жариться неравномерно, ее нужно убрать. То есть так сочнее будет. Когда разрезаете, из кусочков отсюда будет идти сок выходить. Зачем нам этот драгоценный сок дарить углям? Мы его сами съедим. А это деликатес. Бараньи язычки. Очень вкусные. Их оденем мы через один с помидорчиком. А тем временем А тем временем все жарим. уже одна полная тарелка есть. Отдадим помидорчики кипятком. Буквально секунд 30 уже отходит шкурка. Одели 3 разных шампура. Здесь у нас пистолетики, здесь ребрышки, здесь язычки. Украдем у Толи чуть-чуть специй. Вот это вот смесь специй для шашлыка. Запах потрясающий. Так же, как и всегда, солим прямо на шампуре, чтобы сок из мяса раньше времени не вышел. Язычки солить не будем, я их варил в соленой воде. Да, кстати, кто не знает, прежде чем жарить язычки, их нужно отварить где-то час-полтора, чтобы с них слезла верхняя пленка. Ну и приправу. Толя, а зачем нам сливочное масло? Значит, мы обжарили мясо, слили остатки, которые у нас остались от подсолнечного масла. Теперь нужно нам в сливочном масле обжарить лук. А потом добавим туда мясо. А потом добавляем туда мясо. Доводим лук до золотистой корочки, а потом будем укладывать мясо. Нарежем помидорчики, пока Толя обжаривает лучок, они ему скоро пригодятся. Сереж, давай нам помидорчики, будем делать слоями. Да. Красивое вино, да, Рифат? Как кровь. Ну что, Толь, как это говорится, середина есть уже нашего пути? Да, практически середина. Все готово, сейчас остается только ждать. Потом добавим ингредиентов. А пока давай выпьем за мир. Давай. Мой любимый традиционный тост. Да. За мир во За мир всем во всем мире. мире. Мирного неба всем над головой, что. Рифат, ты не забывай. Оп.
Ну и какой же чахохбили без красного вина? Нужно добавить стаканчик вина. Обязательно. Совсем чуть-чуть, да? Да, совсем чуть-чуть. Это по вкусу. И обязательно надо добавить немножко воды, так как мы готовим на костре, чтобы у нас не пригорело. Все, накрываем крышкой, контролируем огонь и ждем где-то час. Давидик, смотри, прежде чем поставить мясо, нужно разровнять угли. И все. Теперь закладываем. Давай, 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 давай. Вот как получаются будущие повара, да? Тебе нравится это дело? Сейчас ты научишься, да? Потом папа будет отдыхать, а готовить будешь ты, да? Мы будем сидеть, кушать, пить, а ты будешь готовить нам, да? Толя, сколько у тебя тут всего интересного? Это что за самовар? Откуда он такой? Я смотрю, старый, да? Он? Этот самовар очень старый. Ему в этом году исполнилось 90 лет. Ох-ох-ох. Он сделан в 1930 году. Тульский самовар. Вот такая форма. Я такой, честно говоря, даже не видел. Да, сейчас не делается. Обычно рюмка, да, бывает? Да. Вот такой формы самовара делали до войны. Ну, это обычный Ну это да, это видно. электрический самовар. Делать. Да. А что за кувшин? Это кувшин тоже, бронзовый кувшин. Тоже очень старый. Чеканка, да? Чеканка ручная. Ну, неизвестно, когда он был сделан. Дата не стоит. Но видно, что он очень Что я старый. увидел, Толя, извиняюсь, перебил тебя. Да, А это что? это медный черпак. Это для супа Мы его- или бить кого-то? Мы его помоем и как раз будем доставать наши чахохбили О, этим черпаком. отлично. Красота. Твоя Здесь тема. повисит. Да, я все время черпак забиваю. А тем временем у нас приготовились язычки. Золотистые, с помидорчиками. Опа. Как же приятно принимать этот нектар из рук того, кто его сделал. Однажды мне повезло поучаствовать в процессе виноделия. Это просто незабываемые эмоции. Очень приятно, когда ты своими руками делаешь то, что потом тебе приносит удовольствие и наслаждение. Толя, я хочу выпить за твои руки. Спасибо. Это поистине золотые руки. Все, к чему они прикасаются, становится либо вкусным, либо красивым. Будь здоров, Толя. Будем здоровы все. Рифат, тебе без помидора, да? Да. Я уже это... Уже знаешь мои выучил. предпочтения. Без перца, без помидора. Держи, дорогой. Ой, спасибо. Тем временем подоспели пистолетики. Слушай, а люди скажут, скоро вы надоели со своими пистолетиками. Ну, что сделать, если я обожаю их? Ну, это самое вкусное все равно. Мы же никого не будем обманывать. Любить одно, а готовить другое. Так, сюда же снимем ребрышки. Вот видите, про что я говорил? Вот сок с жиром шипит здесь. А если бы мы их порезали по частям, вот это все ушло бы в угли. Толь, дашь нож? Да, на вот тебе хороший ножик. Ух, ничего. Маленький такой. У него Пожалуйста, что не возьми, все какой-то раритет, посмотри. Интересно, это для чего такой нож? Это нож мясника. Он такой был форма? Ну, сточился, видно, но скорее всего такой Старый был. нож. И жарить так удобнее. И в конце можно разрезать, как хочется. И самое вкусное это лучком. Теперь накрываем, даем чуть-чуть луку запариться, он станет мягкий. И будем кушать. Давайте подбираем. Такой хлеб будешь? Давай подогреем его, а ты пока вот с этим лавашем. А я его сейчас.
Хрустящий какой. Давите горячий хлеб. Ну а этим тостом я хочу выпить за тебя, пожелать тебе всего самого хорошего. Все мечты, которые у тебя есть в жизни, чтобы они осуществились. Спасибо, Толя. Вместе с вами. Сергей, практически мясо у нас уже готово. Сейчас нам нужно добавить немножко аджики и перец. Несу. Вот Да. он, перчик. Перчик мы вот так добавляем Целиком, да? целиком. Аджику можно добавить немножко. Так как мы аджика добавили, острая, да? аджика у нас, да, абхазская, острая. Можно добавить вот так немножечко. Это для тех, кто любит остренькое. Если вы не любите острое, можете перчик просто не добавлять, а аджику обязательно. Аджика помимо остроты даст свой вкус. Да, у аджики чесночок, ну и все специи, которые здесь присутствуют, дает очень хороший аромат. В абхазской аджике только перец, нету никаких помидоров. Перец, чеснок, кориандр и соль. Универсальная приправа. Ну, вы помните, да, по ролику, где мы ягненка целиком запекали в яме? Добавляем соль по вкусу. Это каенский. Ну и традиционный хмель и сунель. Да, грузинское блюдо, по-моему, никакое не бывает без этой приправы, да? Тут? Черный перец лучше горошком. А, вот, есть. Руку поставь. Лавровый лист с тетиного огорода в Абхазии. Накрываем обратно крышкой, даем постоять 5-10 минут, Ага. а потом Пробуем. засыпем зелень. Друзья подъехали, нужно отставить мясо, потому что наш хохоби по-прежнему еще не готов. В этот раз добавим каенского. Ничего придумывать не надо, за друзей. Опять мы все в сборе. Опять Друзья, будем за вас. отдыхать, гулять, кушать, веселиться. Будьте здоровы. Друзья, ну все, у нас уже чахохбили готово. Посмотрите. Остается только добавить зелень, достать, выложить на тарелочку и подать гостям. Уф. Как красиво, а? Я вот это должен сделать обязательно. Сереж, ты должен попробовать, прежде чем подавать гостям. Возьми кусочек мяса, Глаза разбегаются. любой. Вот он. Уф. Ну как, гостям можно подавать? Да. Спокойно. Давайте тогда к столу. Все к столу. Пойдем. Основное блюдо приготовлено. Всем пожелаю приятного аппетита. Я хочу поднять тост за тех людей, которые охотились за этим фазаном, за тех людей, кто его готовил, и за тех, кто его будет вкушать. Всем приятного аппетита! За нас, за всех.